0,7%. Переходим к последнему слайду, самый интересный. Будем говорить о тенденциях длиной в 1 год. И видим, друзья, что новое жилье подешевело за год на 0,14%. Ну или можно сказать, что осталось в прежней позиции, что и было в 2025 году, ну, потому что 0,14% это ничтожно малое число, хотя мы и его фиксируем. Но мы видим, что муниципалитет Пафос показал нам динамику снижения по новому жилью. Теперь давайте разберемся, адекватно, неадекватно себя ведет рынок. Последний месяц я использую макроэкономические показатели 2025 года, так как февраль месяц, ну, пока можно применять как бы статистику 2025 года. Напомню, что такое макроэкономические показатели. Это некие индикаторы, которые характеризуют развитие экономики. В данном случае мы говорим о южной части острова Кипр. Здесь мы видим рост ВВП. Здесь мы видим инфляцию, сейчас уделю внимание инфляции. Инфляция 2024 год 2,6, инфляция прошедший 2025 год, его еще не корректировали, 2, но я думаю, что 2,6 также будет, а может даже 3 будет. Так вот, что такое инфляция? Инфляция, есть такой глобальный экономический закон стоимости, который гласит о следующем. Любая экономика работает сбалансированно. Если количество выпущенных денег и обязательств от государства, ну, то есть выпущенные деньги бывают фиатные, бумажные, а есть обязательства, там денежный агрегат 0, М0, М2 и М1, то есть это как бы совокупность выпущенных денег и обязательств. Если вот эта совокупность денежной массы равна выпущенным товарам и услугам, то что происходит? Экономика работает сбалансированно, мы не наблюдаем инфляционных процессов. Как только денег становится больше, то за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг, друзья. А товаром являются также квартиры на рынке жилой недвижимости. Поэтому за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Если инфляция, предположим, 2%, то рынок недвижимости должен показать нам как минимум рост на 2%. Тогда вот это адекватно он себя ведет. Здесь же мы видим, что он ведет себя неадекватно в целом по провинции. Показал снижение по новому жилью минус 0,14%, показываю внизу вот здесь или вверху можете посмотреть, а по старому жилью вообще 1%. Но это еще говорит о том, что я вам приводил пример. И пример это тоже ну, из, так сказать, из области экономики, да, или экономических законов, которые регулируют рынок, любые рынки. То есть, когда количество предложений больше, чем желающих купить товар, в данном случае недвижимость, и я на цифрах в предыдущих видео, наверное, просто их запомню и буду каждый раз озвучивать, показал вам, что количество предложений по острову Кипр именно были самые большие в целом провинции Пафос, что и вызвало, в общем-то, вот такую динамику снижения стоимости. Поэтому я считаю, что, в общем-то, это единственная провинция на сегодняшний день, которая показала нам как по новому, так и по старому жилью снижение стоимости квадратного метра в течение 1 года. Ну и так, друзья, вроде все рассказал вам. Да, с марта месяца я буду показывать вам, что происходит на рынке аренды, то есть будем говорить о пассивном доходе, какие денежные потоки может генерировать сдача в аренду недвижимости, насколько это выгодно, невыгодно. Не случайно я здесь показал вам учетная ставка, это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг острова Кипр 3,4. И вот если мы видим пассивный доход или чисто операционный доход, который получает инвестор в итоге, сдавая свою недвижимость, превышает вот эту цифру, то мы можем смело говорить, что это, в общем-то, удачная инвестиция в недвижимость. Опять же, больше 5%, честно скажу, 4%, я не наблюдаю долгосрочной аренды. Ну, то есть я же занимаюсь давно данными исследованиями.
Некоторые риэлторы говорят, 9% такой пассивный доход в годовом измерении, да, получают люди, или чисто операционный доход за вычетом. Ну, 9% это, наверное, исключительно аренда недолгосрочная, а там краткосрочная на неделю, на две, может кто-то этим занимается, потому что 9% это нереально, сразу скажу. Если бы происходила ситуация такая, то банки на перебой бы спешили давать кредиты под недвижимость, чего, собственно говоря, я не наблюдаю. Кстати, и приведу в том числе данные об активности кредитования на рынке недвижимости в разрезе, конечно же, всех провинций, да. Ну, вроде все рассказал, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы, закрою показ слайда, для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, ну и компания Lim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр. И уверен или надеюсь, что данная информация станет для вас компасом или же картой в каменных джунглях, не в джунглях моего сада, а в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.